генетику, эпигенетику. Была в их числе, которые всю жизнь худеют. Толстуны – это люди, которые врут, особенно себе. Оно его грызет. Лайфхак на какой-то часок. Я вообще я с 13 лет на диетах сидела, все это мне знакомо. Лишний вес у вас не потому, что вы много едите. Вы перебираете с калориями, переедаете, вы там едите неправильную еду, не занимаетесь спортом, или же у вас просто нету силы воли. Нет. Эти явления – это всего лишь следствие. Проблема лишнего веса в жизни человека, как и любая другая проблема, это следствие. Это следствие искаженных программ в его сознании. В принципе, тут можно заявить, что, слушайте, это обычная физика. Когда человек потребляет больше калорий, нежели он тратит, это вся непотраченная энергия, эти все непотраченные калории идут в жир, в запасы. И особенно если так человек живет на протяжении длинного куска времени, то он нормально так набирает жира, запасов. Но наше тело, наш организм очень-очень умная машина. И он устроен потреблять ровно столько пищи, сколько он тратит. И когда наш мозг, управляющий орган наш, дает нашему телу команду кушать больше, то есть запасать энергию, это значит, что в нашем сознании произошли какие-то искажения. И, в принципе, проблема лишнего веса, она очень распространена, особенно среди женщин. И мы сегодня разберемся, почему так. Потому что, в принципе, если у вас есть лишний вес, вы можете сидеть на любых диетах, искать системы питания. Я знаю таких людей, я сама была в их числе, которые всю жизнь худеют. Они всю жизнь худеют, они всю жизнь на диетах, всю жизнь они в ограничениях. И знаете, что самое интересное? Такие люди, они никогда не могут нормально похудеть. Они даже приходят в свою желанную форму, живут какое-то время в ней, потом опять откатываются. И по такому кругу. Такие ярые борцы. Кто-то вообще просто не борется, кто-то живет, смирился, их, конечно, это не устраивает, их лишний вес, но они так живут, все нормально. Но, конечно же, с желанием, что когда-то я похудею. Такая жизнь приносит кучу дискомфорта, такие люди стесняются, не могут одеваться, проявляться так, как они хотят. Поэтому лишний вес – это реальная проблема. И я думаю, в вашем обществе, знаете вы таких людей, особенно женщин, их называют ведьмами. Они не следят за питанием вообще, они не считают калорий, никогда не заморачиваются, едят все, что они хотят. Хоть сладкое, хоть булки, хоть торты, картошку фри, бургеры. Что хотят, то и едят они. Они не спортсмены, они не занимаются яроспортом, они не выделяются какой-то силой воли, ничего. Обычные люди, они всю жизнь стройные, они никогда не поправляются. Они могут рожать детей, и они все равно не поправляются, все с ними нормально. Таких не супер много, но такие есть. Это значит, что у них определенные программы и определенные программы взаимодействия с миром абсолютно адаптивные. Абсолютно четкие, так сказать. Об этом мы сегодня разберемся. Просто есть такие женщины, и никто не может разгадать их секрет. Почему они такие? Как у нее так получается? Я пахаю в спортзале, я ограничиваюсь, и она все равно худее, чем я. Она стройнее, чем я, и я не знаю, в чем ее секрет. И просто какая-то головоломка. И сегодня мы разберемся, почему же так у нас происходит. Потому что для меня когда-то это было просто нонсенс, какой-то секрет. Почему я правильно питаюсь, сижу на диетах, занимаюсь спортом, но некоторые девушки, которые живут обычной жизнью, вообще не придерживаясь, не занимаясь спортом, стройнее, чем я. Так что поехали. Я сразу озвучу верхушку пирамиды, самую главную и самую основную, единственную и первичную причину лишнего веса у всех людей, у кого он есть. Самая единственная и первичная причина – это кортизол. И кортизол, в моем личном обозначении, я так это рассказываю, что он бывает осознанным и бывает неосознанным. То есть, когда у человека скачет кортизол, особенно часто, то он набирает вес. Почему так?
Потому что он в это время переедает. А почему он тогда переедает? Получается, что когда у человека появляется либо внешний, либо внутренний какой-то триггер, какой-то фактор, который вызывает у него стресс, у него выделяется этот гормон кортизол, включается симпатика, симпатическая нервная система, и получается, что симпатическая нервная система, она включает в нас в теле режим «бей или беги». И в нашу кровь выбрасывается глюкоза. Для того, чтобы у нас была быстрая энергия, чтобы мы либо били, либо бежали, чтобы у нас на это была энергия. Инсулин выходит, резко подавляет эту глюкозу. У нас был такой вжух, мы прям очень энергичные, куча энергии, и тут резко она падает. И наш организм, опять наш мозг, бьет тревогу понижение энергии, что у нас понижается энергия, мало энергии, что мы можем умереть. И первое, где мы можем ее взять, это с еды. И мы быстренько идем в холодильник, мы кушаем сладкое, мы кушаем жирное, потому что глюкоза – это самый быстрый способ, самая быстрая энергия. Вот почему люди, когда нервничают, когда у них стрессы, переедают. И вот этот осознанный кортизол, его называют так, вот когда у человека случается какая-то темная линия в жизни, какой-то стресс случился, человек стрессует, нервничает, вот у него скачет этот кортизол, и он зачастую его подавляет именно вот так. Ну, не подавляет, а заземляется. Идет кушать сладкое, либо пьет, курит. Но вообще в основном это еда, потому что глюкоза выбрасывается в кровь, мы потом хотим кушать, когда она резко падает. Мы хотим опять ее пополнить интуитивно. Но потом, когда у человека заканчивается вот этот темный период, все устаканивается, стресса становится меньше, все нормально, и он этот вес, который набрал за этот период, с легкостью сбрасывает. Просто это все происходит интуитивно. Все становится нормально, потому что нету стресса, человек перестает переедать, и наоборот, организм интуитивно избавляется от этих запасов, потому что угрозы нет, они ему не нужны. А есть стресс неосознанный. И вот те люди, которые по жизни имеют лишний вес, которые либо с детства пухляши, либо они с определенного возраста начали набирать лишний вес и так и остались в этом. Это люди, у которых все время фоновый кортизол, фоновый стресс. И в 99% это причина внутренних факторов. То есть в их биополе есть какие-то программы низкочастотные, неадаптивные, которые вводят их тело в стресс. Почему так происходит, откуда они берутся, вот сейчас мы об этом и поговорим. И первая причина, почему у людей лишний вес, толстуны – это люди, которые врут. Это люди, которые врут другим и себе, особенно себе. Наше подсознание, оно знает все. Его невозможно обмануть. Оно подключено к общему полю, энергоинформационному полю Земли. Оно знает все максимально о нас и о всем, о том, что было, есть и будет. Оно знает всю правду. И когда мы себе врем, получается, мы сливаем энергию. В духовных, эзотерических учениях это все сказано. Я не буду сейчас разжевывать, почему происходит, как она сливается, но энергия, когда мы врем, она сливается. Есть, кстати, такой еще, дополню, кинезиологический тест. Он якобы не доказан наукой официальной, но он реально работает, это все проверялось очень много раз, просто науке невыгодно закреплять данное явление. Тест, по которому можно выяснить, врет человек или нет. Когда человек врет, его тело слабеет, а когда человек говорит правду, его тело остается сильным. То есть, когда человек врет, он сливает энергию, и он ослабляется. Энергия уходит от него, он слил свою энергию. И это еще одно дело, когда человек врет другим. Когда-то там соврал одному, второму, посливал немножко энергии. Но когда человек все время врет себе, даже неосознанно, не признается в чем-то себе, обманывает себя даже неосознанно. Его-то подсознание знает правду. Но он себя обманывает, и он, получается, все время сливает энергию. Он все время сливает энергию, и
его организм все время в недостатке этой энергии. А какое первое интуитивное решение пополнения энергии? Это еда. Ему все время хочется глюкозы, быстрой энергии, потому что ему ее все время не хватает. Потому что он врет себе. Вот и все. Почему говорят толстуны это вруны. Вот так происходит данный процесс. Следующее. Люди, имеющие лишний вес, это люди, которые подавляют негатив. Что такое негатив? Негатив – это низкочастотные структуры. Это когда, знаете, такие тихони, и они подавляют все в себе, они вынашивают все в себе, они открыто ни с кем не ссорятся, всем, вот им что-то скажи, они обидятся, но они будут носить в себе, а тебе улыбаться. Ну, вы понимаете, о чем я. Люди, которые принимают в свою сторону негатив, оно им неприятно и так далее, но они это умалчивают и подавляют внутри себя. В итоге негатив – это низкочастотные структуры, которые попадают в биополе человека, и они им не перевариваются, никак не выплескиваются, а остаются там жить, накапливаются. Он их подавляет, якобы не хочет в них смотреть, но при этом оно его грызет. Эти низкочастотные структуры – это инские структуры, которые тянут все время на себя энергетику. И вот биополе вот такого человека, полного человека, это, кстати, просматривают многие экстрасенсы, реально, полного человека, оно все в дырках. Оно все в дырках, в этих низкочастотных инских структурах, которые все время вытягивают на себя энергию. И в итоге первое интуитивное решение – это пойти покушать, как-то возобновить энергию. Помогает это ненадолго, но какой-то впрыск глюкозы в кровь идет, и ему становится нормально на определенное время, на какой-то часок. Так что если у вас есть лишний вес, это либо вы врете себе, либо подавляете что-то в себе. Также еще одна причина лишнего веса, и она зачастую, вот если у вас лишний вес 5-10 килограмм, и особенно вам там до 35 лет, то это основная причина нереализации. Когда человек не реализовывается, не реализовывает то, что ему приходит, эта вся энергия откладывается в виде жира. Она так заземляется, потому что выйти она никак не смогла через другую, никак заземлиться. Она откладывается в виде жира, так она заземляется. Поэтому если вот это 5-10 килограмм, если у вас есть, и вам до 35 лет, это нереализация. Вообще, на самом деле, это я объяснила самые основные такие причины. Это самое распространенное. Мы люди, мы все похожи. Мы все очень похожи. У нас одинаковые проблемы, похожие проблемы. У нас вечно, мы один биовид, мы очень сильно похожи все. Поэтому вот именно ложь себе, подавление негатива, нереализация – это основные причины лишнего веса. У меня был знакомый еще, он работал с раковобольными, он был психологом. И он работал с раковобольными 1 год, и вообще еще какими-то больными. Варился в этой низкочастотке, и за этот год он набрал 25 килограмм. То есть его подсознание выстроило ему защиту в виде этого жира. А потом, когда он уже перестал с ними работать, ушел с этого, то он как-то что-то за 4 месяца это все сбросил. И, в принципе, в таком случае подсознание его реально спасло, потому что он мог на себя взять это все. Чтобы он не взаимодействовал так близко, оно выстроило ему панцирь. Вообще, да, когда у нас есть какая-то неблагоприятная среда, наш организм еще хочет защититься. Вот часто, если дети толстые, они там либо в подростковом возрасте, либо в младшестве, там ходят в школу, да, и там потолстел ребенок, это значит, что, может быть неблагоприятная среда, для него там это стресс, вот эта вся школа, может кто-то его обижает, и от нее он получает какой-то стресс. Но сбежать от этого он никуда не может, и поэтому он защищается. Просто я это все объясняю, потому что вы можете скакать с диеты на диету, вы можете подстраивать разные системы питания. Вот у меня было такое, что я
себе хотела идеальную систему сейчас питания, тренировок, все я выставлю, все будет у меня классно, сейчас как похудею. У меня вечно было, кстати, вот это 5 килограмм, которые я все время хотела сбросить. Да и вообще я с 13 лет на диетах сидела, все это мне знакомо. Это все не будет работать. Если у вас есть в вашем биополе, в вашем сознании, в вашей голове, если вам непонятно вот это биополе, просто в вашей голове есть у вас какие-то искаженные программы взаимодействия с миром, либо же куча негатива, либо же еще одна причина лишнего веса, искаженные программы безопасности. Это у нас первая чакра, это Муладхара. Если у вас искаженные программы безопасности, то есть у вас не закрыты чувства безопасности, устойчивости, заземления, то вы всегда будете кушать, вы будете хотеть переедать, потому что ваше подсознание захочет набрать вес для того, чтобы укрепиться здесь, как-то укрепить тело на этой земле. Получается, когда у вас программы безопасности не адаптивные, то есть они искаженные, ваше подсознание всегда в стрессе, потому что оно все время чувствует, что вокруг небезопасно, небезопасная среда. В теле быть небезопасно. И ваше сознание всегда хочет вылететь куда-то. Оно вниманием всегда везде, но не в теле. Потому что здесь небезопасно. Но тело, оно хочет выжить. Это животное. Это животное, наша часть, оно всегда хочет выжить. А где жизнь? Там, где энергия. А где энергия? Там, где внимание. И оно всегда будет хотеть вернуть внимание в тело. А как ему вернуть внимание в тело? Через еду. Вообще заземление — это спорт, еда, это курение, алкоголь, но вот зачастую вот именно безопасность, когда нарушена, оно будет требовать через еду. Когда мы кушаем, мы чувствуем свое тело, мы чувствуем вкус, мы немножко включаемся в тело. Вот так, и наше подсознание это выкупило, и оно давай вот так возвращать нас в тело. А сознание хочет из него вылететь, потому что, куда-то вниманием куда-то уйти, потому что в нем небезопасно. У нас небезопасные программы выживания. Мы не чувствуем почву под ногами, так сказать. Вот так и происходит. В принципе, я рассказала это в 99%. Вот, если у вас есть лишний вес, это одна из этих проблем. Или же несколько, или же все сразу эти проблемы. Но не решив их, вы можете садиться на любые диеты, пытаться как-то похудеть, вы не похудеете. Или же похудеете, но ваш вес вернется. Либо же еще есть вариант. Есть люди, они садятся на диету, у них стальная сила воли, они держатся, они худеют, но они никак не меняют ни свое внутреннее, ни свои программы, ни программы взаимодействия с миром, никакое, ни поведение ничего не меняют. И получается как? Ложь, подавленный негатив, искаженные негативные программы. Этот весь негатив будет хотеть заземляться. И то он всегда заземлялся у вас через еду, вы кушали, и оно заземлялось, это все. А теперь ему тоже надо найти какой-то выход. То есть какую-то реализацию. Каждая мыслеформа, она хочет реализоваться, каждая информация, она хочет реализоваться. Она будет как-то реализовываться, но уже бить по какой-то сфере вашей жизни, искажать ваш физический мир. Как это? Зачастую людей бьют по здоровью, это очень часто. Именно летит здоровье, либо же коммуникация, это очень часто. Также реже бывают деньги, но в основном это коммуникация, реализация, какой-то, может просто ударить по какой-то сфере жизни. Вот там эта энергия именно найдет выход. Либо же, еще один вариант, лайфхак. Надо заниматься очень много спортом. Вот если, конечно, заниматься очень много спортом, то да, не меняя мышления, вы будете через спорт это все заземлять. Но это надо очень много. Я не знаю, будет ли у вас столько времени и сил этим всем заниматься. Спортом-то заниматься надо, но для того, чтобы, если у вас есть вот такие конкретные негативные проблемы, то его надо очень много. Либо же пить, либо курить. Тоже вариант. Смысл в чем вообще? Какой итог мы можем подвести? В том, что лишний вес – это следствие, а причина, она в вашем сознании. И если вы измените причину, следствие тоже изменится. Ваш организм по природе
не хочет держать при себе запасы, лишний вес. Он их держит, потому что боится, потому что ему все время не хватает энергии, потому что вы ее как-то сливаете осознанно или неосознанно, или что-то у вас пьет эту энергию тоже. Вот такие вот дела. Поэтому, если вам интересна эта тема, подписывайтесь на меня, пишите в комментариях. Мы можем еще более глубже ее разобрать, потому что есть очень много чего рассказать и докопаться до самых мелких моментов. Для того, чтобы что-то начать делать, углубиться в какую-то тему и что-то поменять, человеку нужна абстракция, то есть ему нужна информация по поводу этого. Мозг, он очень ленив, он не хочет меняться. Его мозгу надо доказать, со всех сторон обойти, логические примеры ему подвести, чтобы показать, что это вот так и вот так, чтобы убедить его, что это можно и нужно поменять. Сделать себе кучу доказательств, почему происходит обучение. Пока мы не докажем нашему мозгу, что вот причина вот в этом, он послушает, развернется и скажет: ну, хорошо. Также пишите в комментариях, какие темы вам интересны, и подписывайтесь на меня. Здесь я буду рассказывать, как решить все свои бытовые и вообще жизненные человеческие проблемы. Последние 7 лет я глубинно изучала психологию, физику, биохимию, квантовую физику, генетику, эпигенетику, различные магические школы, различные религиозные течения. В этом канале не будет информация о том, как правильно медитировать или соединяться с цивилизацией Альфа-Центавра и быть в отлете. Нет. Я буду рассказывать, как с помощью данных знаний, с которых я вывела личную систему, можно решить все свои проблемы. Все человеческие проблемы, которые есть у каждого, и от которых человек долго и мучительно не может избавиться. Пишите, что вам интересно в комментариях, для меня это очень важно.